Итак, вопрос первый. Сейчас выпустили новый вирус. Подскажите, как укрепить иммунитет? Также еще был вопрос, как лечить бронхит и меньше болеть простудными заболеваниями, укрепить иммунитет у детей и у взрослых. Потому я объединил все в один блок. Рекомендации по иммунитету. Первое – это закаливание. И для примера, наша вторая дочь, когда она была еще грудничком, каждый вечер мы ее купали в теплой воде в ванночке, но потом мы обливали ее холодной водой. Выглядит как будто что-то неправильное, можно ребенка застудить, но на самом деле ничего подобного. Наши дети, одной 30 лет, другой 12 лет, они ничем не болеют. У нас одна карточка, запись есть, когда мы только в роддоме, все. То есть наши дети не болеют. Поэтому правильный подход к стабильному иммунитету – это закаливание. Поэтому я рекомендую пункт номер 1 – закаливание. Конечно, надо закаливаться правильно, не начинать делать глупости какие-то, не прыгать сразу в прорубь, начинать с элементарных вещей. Сейчас не буду делать полный расклад, потому что всем это может быть просто неинтересно. Второе – это правильная реакция на стресс. Стресс самое сильно садит иммунитет. Рекомендую всем научиться правильно реагировать на стресс. Так как мы не можем избавиться от стресса, нам нужно научиться на него реагировать. Например, есть вещи, которые я не могу изменить, поэтому я изменяю свое отношение к этим вещам. Все, что я не могу изменить, я не беспокоюсь по поводу этих вещей, я не беру на себя этот груз и это бремя. Я понимаю, что это просто реальность, и мне нужно как-то с этим жить. Также, если что-то случается, у нас всегда есть шанс это обратить в добро или во зло. Есть достаточно доказательств, что стресс может разрушать и может, наоборот, дать силу и энергию организму пройти стрессовую ситуацию. Поэтому наша задача, когда стрессовая ситуация происходит, правильно отреагировать. Если отреагирую, что это разрушение, это что-то плохое, то в этом случае кортизол будет делать свою работу. Если я реагирую, что окей, нормально, мы с этим справимся, мы это пройдем, все будет хорошо, тогда вырабатываются другие гормоны, и все идет по-другому. Хорошо, не буду на этом долго останавливаться. Третье – это режим сна. С 22:00 до 5 утра это, конечно, идеально для того, чтобы гормон роста хорошо отработал, ну и другие половые гормоны. Поэтому по возможности измените режим, это идеально для иммунитета. Также хорошо иметь полноценный выходной. Четвертая рекомендация – больше термически необработанных растительных продуктов. Например, лучше просто съесть цельную морковь, чем из нее что-то сделать. Пятое. Ежедневно употреблять ферментированные и квашеные продукты. Можете квасить все, что угодно. У нас яблоки, капуста, перец, разумеется, огурцы, помидоры – это классика. Все, что можно заквасить, квасим, ферментируем. Это естественное брожение. Очень много развивается полезных лактобифидобактерий, и это очень полезно для иммунитета. И вот как раз с ферментированными продуктами эти бактерии лучше всего проходят желудок и хорошо распространяются в кишечнике, в отличие, например, от каких-то других способов, как улучшить свой микробиом. Шестое – это питьевой режим, классика. Разумеется, густая кровь, медленный иммунитет. Большая часть крови, плазма – это жидкость, поэтому если у вас проблемы с питьем воды, разумеется, будут проблемы с иммунитетом, то есть с его откликом, он будет медленным. Седьмое – понимать реакцию иммунитета на вирусы и помочь организму. Смотрите, от вирусов защититься невозможно, потому что наш иммунитет, он так и устроен. Пока вирус не попал внутрь, иммунитет не сработал. Мы должны нормально к этому относиться, что мы можем где-то простудиться, начать сопливить, кашлять или чихать. Вот так вот организм устроен, он не может это вне нашего тела выработать антитела на новый вид вируса. Значит, нам нужно тогда помогать организму, когда мы уже почувствовали, что мы заболели. И мы не знаем, это бактериальная причина или это вирус. В любом случае нужно помочь организму. Что я рекомендую делать, это раствор соды натощак, чайная ложка в горячую воду, гидролиз произошел, прошипело и выпить. Кто не практиковал ощелачивание, можно начать с полчайной ложки на кружку воды, где-то 300 мл. Дальше. Травяной настой. Грудной сбор номер 2. Продается в каждой аптеке, пить 3 раза в день. Далее прополис. Жевать между приемами пищи по одной горошине 15 минут. Далее, если у вас кашель, хорошо работает сироп исландского мха. Пьется по инструкции. Дальше настой ромашки и календулы. Тоже продается в аптеке, пакетики заварные покупаются. Настаиваем в горячей воде и пьем
3 раза в день за 30 минут до еды. Также чай с каким-то наполнителем пить теплым в течение дня. Я рекомендую в качестве наполнителя смородину, имбирь и малину. И последнее – золотое молоко на основе куркумы. Пить на ночь в тепло-горячем виде. Если вас интересует подробнее, вот я здесь просто не стал этому уделять много времени, вот так вот выглядит. Это видео называется «Вот как быстро вылечить простуду без лекарств» и картинка вот такая. Так что будет желание, посмотрите, узнаете больше в подробностях. Вопрос номер 2. Очень сухая кожа на локтях, как можно избавиться? Вот если у вас это всегда, это скорее всего гормональный сбой. Если у вас это осенью-весной, тогда это реакция вашей кожи на межсезонье или это авитаминоз. Поэтому что делать? Если это гормональный сбой, разумеется, нужно сдать анализы на гормоны, вычислить, что там где просело, и потом работать дальше. Если это элементарно витаминоз, межсезонье, тогда делайте периодические маски. Это могут быть жирные сливки, сметана или оливковое масло. И также нужно пропить хороший комплекс минералов, витаминов, это изнутри, оказать воздействие. И, конечно, всегда есть спорные моменты, какой же хороший витаминно-минеральный комплекс. Вот если вам интересно, я для себя составлял когда-то рейтинг качественных производителей биодобавок. Посмотрите и выберите, что вам подходит. Вопрос номер 3. Что делать, если болят локти и колени? Смотрите, нужно узнать причину, что там конкретно с суставами. Там воспалительные какие-то процессы, признаки артрита, артроза. При этом вот что можно попробовать. Это создавать микроциркуляцию крови, если есть воспаление. Например, взять и массажировать легко до соприкосновения с резкой болью. Самому растирать, взять какую-то каталку и так вот катать по ноге. Есть такие, продаются, или самому что-то придумать. Даже какой-то детской игрушкой можно, мячиком, который шипованный. Просто создавать микроциркуляцию крови, потому что куда приходит кровь, там все выздоравливает. Вы должны это понять. Кровь, она несет жизнь. Она несет не только питательные элементы, она несет и иммунные клетки. Поэтому мы, подавая кровь в нужный участок, приносим туда избавление, исцеление, восстановление, как кому это удобно. Так что создавать микроциркуляцию. Также есть такое понятие, как микровибрация. Например, вы сидите сейчас и даже можете попробовать пальчиками ноги, так тук-тук-тук-тук-тук, такое постукивание по полу. Пятка упирается, вы не отрываете, а пальчиками постукиваете. Так вот делать ногой. В это время включается очень много мышц, и кровь циркулирует, но нет разрушающей и калечащей нагрузки на сустав. Это очень хороший метод, он применяется сегодня в восстановительной медицине, поэтому, пожалуйста, можете делать такие микровибрационные упражнения. Они совершенно безвредны, их можно делать даже после операции при всех формах артритов, артрозов. Также создавайте хорошую циркуляцию крови, если нет воспаления. Если это коленный сустав, то нужно задействовать бицепс бедра, икроножную мышцу, в общем, мышцы, которые над коленом и выше колена. Только единственное, нельзя создавать давление на этот сустав, чтобы не произошло воспаление. То есть нужно все упражнения делать не на компрессию, а на декомпрессию, то есть на растяжение. Например, если компрессия – это взяли в руки 2 гантели и приседаете. А декомпрессия – это я беру ногу и, например, к какому-то к дереву, к столу, к столбу, к батарее дома привязываю резину, беру стульчик и отодвигаюсь на такое расстояние, что у меня нога вытянута, а резинка натянута. И я к себе поджимаю ногу, а резинка растягивается и создается напряжение. Такие упражнения нужно делать ежедневно по 3-4 подхода по 15-20 раз до появления конкретных результатов. Вообще этот метод практикует Бубновский. А он как раз об этих компрессиях, декомпрессиях рассказывает. Хорошо. И 4 пункт – убрать из пищи продукты, вызывающие системное воспаление. Будет желание, сами посмотрите видео, срочно удалите продукты, отравляющие ваше тело. 4 вопрос. Основная причина появления седины. Какую добавку требуется есть, чтобы седина ушла? Можно попытаться сам волос реанимировать. То есть, если это уже зашлаковано все, то это очень сложно, потому что это красящий пигмент, его просто нет. Но если хорошо запитать корковый слой волоса, то можно этот пигмент реанимировать, так сказать, частично, а у некоторых получается даже полностью. Да, это работа такая неблагодарная, долгая работа, но это можно без окрашивания возвратить нормальный цвет волос. В общем, витамины группы В
однозначно должны быть. Это мы говорим сейчас как раз о питании волос. Это витамин А, витамин Е, метионин, минералы. И плюс должно быть кровоснабжение волосяного покрова, потому что никакие питательные вещества не попадут в нужную зону, если не будет там кровообращения. Нужно приучить себя массажировать волосы и так вот оттягивать волосы, создавать кровоснабжение волосяного покрова. Кстати, я видео это тоже для кого-то приготовил, чтобы вы долго не искали. Избавиться от седины можно, если знать эти нюансы. Вот такая картинка. Можете ли по картинке найти или по названию. Вопрос 5. Подскажите, пожалуйста, можно ли по общему анализу крови узнать дефициты в организме, чтобы восполнить БАДами и коррекцию в питании? Спасибо за ответ. Смотрите, по общему анализу крови можно обнаружить сердечно-сосудистые заболевания, разные воспаления, кровотечения, автоиммунные заболевания, болезни кровотворной системы, онкологию даже можно, аллергии. Но нутриенты общий анализ крови не показывает. Так что, чтобы узнать дефициты в организме, нужен комплексный анализ крови на витамины. Он еще называется микроэлементарный анализ. Или называется анализ крови на биохимию. В разных лабораториях они по-разному называют эти анализы. Но вот одно из 3 вы точно увидите. Это другой анализ, он достаточно дорогой, и не все его хотят делать. В основном это хорошо вот когда у вас вот реально какой-то сбой, вы не можете найти, в чем причина, вы и питаетесь правильно, и здоровьем занимаетесь, и дышите, вы и водичку пьете. Вроде бы вы на ЗОЖе, а у вас вот нет результата, вот что-то все равно не работает. В таком случае требуется сдать анализ, чтобы увидеть, возможно, есть какие-то дефициты, что-то где-то не усваивается. Таким образом, это целесообразно. Вопрос номер 6. Сужение кровеносных сосудов в голове. Часто головные боли, особенно на смену погоды, либо не выспался человек. Первое. Нужно узнать причину, потому что это может быть атеросклероз сосудов или какое-то сужение и зажимы в шейном отделе. Вот нужно выяснить, что за сужение, где, потому что от этого будет зависеть, что делать. Вот нет какого-то стандартного решения. Но если ничего не сдавать, не смотреть, не делать там МРТ, то можно делать упражнения на трапецию и дельтовидные мышцы. По-простому упражнения на плечи, скажем так. Еще виновником сужения сосудов может быть гормон кортизол. Вы знаете все, что кортизол, он именно сужает сосуды. И если человек живет в зоне стресса, тогда вот эта причина, может даже анализа не сдавать. Но опять же, против кортизола существует только один способ. Нужен другой гормон, который нейтрализует кортизол. Эндорфины, дофамин, вся эта группа, которая противоположна кортизолу. Так что нужно больше радоваться, включать какую-то музыку, спокойно, успокаивающую, медитировать, садиться там на речку смотреть, на лес, делать себе выходной день, грибы собирать, рыбу ловить, в общем, делать что-то, из-за чего выделяются дофамин, эндорфин и прочие гормоны, антагонисты кортизола. Еще, делать что-то любимое, то, что человеку нравится, то, чем человек любит заниматься, а это тоже является антагонистом кортизола. Алкоголь и неправильное питание также могут быть причиной сужения сосудов. Обратите внимание на это. Никакого алкоголя, никаких алкогольных напитков. Вот просто попробуйте. Вопрос 7. Есть проявление рефлюкса, ГРБ в виде сухого кашля, изжоги, отечности увулы. Как уменьшить эти негативные проявления и как укрепить иммунитет? По иммунитету я уже ответил. По поводу ГРБ, рефлюкса, я помогал людям, у которых есть рефлюксы разной степени. И вот топ-3, что помогает. Это висцеральный самомассаж зоны подреберья. Посмотрите в интернет, наберите, как делать висцеральный массаж. Просто обратите внимание, как прижимают пальчиками, в какую сторону какие движения делают. И вот висцеральный самомассаж зоны подреберья это помогает. Мы сейчас не говорим о полном устранении, потому что полное устранение зависит от многих факторов. От состояния ваших тканей, от эластина, коллагена, и разных других факторов в вашем организме. Но в любом случае, самомассаж – это одно. Второе – это дыхание диафрагмой, научиться попробовать пилатес и какое-нибудь диафрагмальное дыхание. Кстати, у нас тоже есть на канале, как правильно дышать диафрагмой. И упражнение вакуум. Очень хорошее. Это также своего рода альтернатива висцеральному самомассажу и дыханию диафрагмой. Вы должны понимать, что пищевод и внизу вот этот клапан, они висят на диафрагме, на такая мембрана.
И вот как раз, когда она эластична, эта мембрана, и мышцы, которые вокруг, которые создают перистальтику, тогда и выравниваются вот эти искривления. Шанс есть даже избавиться от рефлюкса. Так что пробуйте. Так, человек спрашивает, какие упражнения можно делать перед сном, чтобы хорошо спать? Любая пробежка на свежем воздухе, где побольше кислорода, или на балконе. Если у вас нет возможности в большом городе или там далеко идти где-то, тогда на балконе просто оденьтесь, какой-то мягкий коврик и создайте бег на месте. Тогда заснуть можно будет легче. Перехожу в чат, смотрю на ваши вопросы, буду отвечать. Что можете сказать про добавки от бренда Color Club? Мне кажется, хорошие добавки. Это у них хорошие комплексы. Но почему говорю, мне кажется? Потому что я не принимал, но я изучал. Мне нравилось слушать их лекторов. Не знаю, коралловый кальций настоящий или нет сейчас. В 90-х он точно был нормальный. Здравствуйте, меня родители обливали холодной водой, мыли ноги каждый вечер перед сном холодной водой, зимой бегали на лыжах, а 36 лет после того, как я сохранила своего мужа, у меня обнаружили лейкоз. Стрессы очень плохо влияют. То, что вас закаляли, это супер, это здорово. Это вам большой плюс и большой бонус. Благодарите своих родителей. А то, что смерть близкого человека, к сожалению, это большой стресс и произошел сбой. Я видел людей, которые спортсмены, у них прекрасное здоровье, все было хорошо. И если был затяжной стресс, просто ломалось здоровье. По поводу стресса, то, что я выяснил, нужно приучать себя, правильно на него реагировать. Все, если я это не могу изменить, я должен изменить свое отношение к этому. Или если что-то произошло, нужно сказать «стоп», все, я это уже не изменю. Мне нужно ради чего-то или ради кого-то продолжать жить. Мне нужно оставаться сильным. Понятно, это сложно со стороны всегда говорить, но нам придется этому учиться, иначе стресс нас убьет. То есть я закончу так. Или мы стресс оседлаем, возьмем его под контроль, или он оседлает нас, возьмет под контроль и сделает больными, а кого-то даже убьет. Потому у нас выхода нету. Это ринг, это борьба. Если не мы его, то он нас. И я слушал интересные исследования по поводу стресса. Когда происходит стрессовая ситуация, то организм ждет реакцию от нас, от человека. Вдумайтесь. Ситуация произошла, и мозг ждет команду от моего разума, что это такое, какая моя реакция. И потом он дает команду уже вот по цепочке вниз в эндокринную систему, какой выделить гормон. По-простому, если я увидел стрессовую ситуацию и определил, что это опасно, это зло, это плохо, это разрушение, тогда мозг вниз по цепочке включает всю гормональную систему на то, чтобы выработать кортизол. А если я принимаю решение, окей, это плохая ситуация, но это еще не конец. Все нормально, я теперь понял, с чем работать, будем решать эту ситуацию. Тогда организм вырабатывает другие гормоны, и он, наоборот, дает нам силу, энергию справиться с этой ситуацией. И мы, получается, пошли на развилке по другому пути. Не по пути разрушения, а созидания. Дальше комментарии. Скажите, пожалуйста, при коксартрозе тоже помогает? Это то, что я говорил про микроциркуляцию и про микровибрацию. Да, помогает при любых видах артрозов, артритов. Не имеет значения, какая форма повреждения. Главное туда, чтобы проникала кровь и питательные вещества. По-другому оно никак не попадет в сустав. Скажите, пожалуйста, что в платных сеансах дыхательной практики Вима Хофа? Даже не знаю, кстати. Там, мне кажется, бесплатных достаточно. Мне кажется, он просто как-то решил это монетизировать и добавил какую-то фишку. Что это такое за некомпетентный доктор, про седые волосы несет такую... Понятно, это про меня уже. Китайцы давно уже по этому поводу все рассказали. Извините, то, что я узнал, то я и рассказал. Они быстро с волосами, это примерно сколько? Это долгая тема, потому в мире в основном все идут простым путем, просто окрашивают и все. Традиционная китайская медицина, вот человек продолжает, волосы – это почки. Да, я не спорю. Знаете, я изучал и тибетскую медицину. Не все так просто. Если посмотреть на долгожителей Тибета, на учителей Тибета, на мастеров Тибета, они седые, большинство из них. Поэтому не так это просто. Здравствуйте. Как бы избавиться от геморроя? Были сделаны операции в израильской клинике, но снова периодически начинает возвращаться.
Смотрите, были люди, которых я конкретно вел по поводу геморроя. Ну, прям подходили ко мне знакомые, говорили: слушай, ну помоги, мне там кишка выпадает, у меня там узлы. И я им предлагал разные рецепты, методики. Что я нашел самое такое работающее? На ночь брать мед, только натуральный, хороший мед, горный, дикий, цветочный мед, палец обмакнуть и просто наносить на эти шишки и немножко проталкивать внутрь. Хорошее средство, которое рассасывает эти шишки. Также прохладной водой обязательно после туалета подуваться. Это классика, никакой бумаги не должно быть. Кто там говорит, застудить можно, полная чушь, ничего не застудите. 8 секунд в организме есть вообще время для любого переохлаждения. Все, что меньше 8 секунд, человек не заболеет. Вот это уже доказано. И делайте упражнения, загоняющие кровь в область тазового дна. Это приседания хорошо работают. Вопрос: топ-продуктов в вашем рационе каждый день. Сезонность тоже влияет, но обязательно утром яйца домашние. Это качественный белок, который усваивается на 98%, то есть он не шлакуется никак. И это качественный желток и лецитин, который именно в яйцах. Также у меня всегда в течение дня, это и утром, и обед, и вечером, есть что-то горькое. Перец маринованный, он более мягче. Это чеснок, лук и разные пряности. Куркума и так далее, и так далее. Горечи обязательно, потому что они растворяют все твердое в организме. Также у меня всегда в рационе что-то есть квашеное. Это для иммунитета, обязательно. Еще я ем какие-то полезные жиры. Мне 52, и мне нужно следить за тестостероном. Также я, разумеется, не ем всякий хлам, рафинированные углеводы и так далее, и так далее. Ничего этого не ем. У меня в основном каши. Это основной источник энергии и углеводов. Ну и из мясных продуктов птицу и рыбу мы едим. Инна спрашивает, глютен вы убираете? Ну, у меня нет на глютен никакой реакции, поэтому я никак на него не реагирую. Вопрос. А что нужно добавить женщинам в рацион при начале климакса и можно ли возобновить выработку эстрогенов? Смотрите, 100% возобновить полностью, невозможно выработку эстрогенов, но их можно поддерживать дальше, стимулировать выработку. То есть они в любом случае будут уменьшаться, они не будут в 70, как в 20 лет. Но их можно стимулировать, чтобы они продолжали вырабатываться. И это правильно. Получается, если в период предменопаузы и пременопаузы делать соответствующие меры, тогда постменопауза будет протекать легко. Не будут болезни, которые вызваны постменопаузой. Остеопороз, опухолевые разные моменты и так далее, и так далее. Тема очень серьезная, поэтому, Ирина, я для этого провел 3 месяца исследований и создал одно видео, которое длится 30 минут, где я полностью дал всю раскладку по женскому здоровью. Я исследовал именно специалистов в этой области, выбрал самых продвинутых, которые не зашарены, вот, они действуют всякими прогрессивными способами, не опираются на гормональную терапию только, а наоборот пытаются естественно помочь женщинам. И вот на основе как раз вот этих всех знаний я провел аналитику и сделал эту выжимку. Так что, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. А название этого видео – «Женское здоровье на 100%».